Так, ну и первый этап, как я говорил, надо все, раму эту поставить строго ровно, как она должна быть, полевая доска строго параллельно ходу трактора, вот относительно оси трактора. И первое, что мы делаем, когда у нас все выставлено ровно и по центру, мы регулируем вот эти вот два болта на сцепке. То есть регулируем мы их так, чтобы у них, собственно, между болтом левым и правым и упорами на коробке было 2-3 мм с каждой стороны. И в этом болте, и в этом болте одинаково. Зачем они надо, вот эти болты? Эти болты надо для того, чтобы у вас плуг не падал на сторону, когда вы из земли уже выглубились. И на развороте мотоблок подняли, пошли, и этот блок не упал на сторону. Плуг, вернее, и не ударил вам по ногам. Это просто ограничительные болты. Если вы их зажмете без зазоров совсем, то земля будет выкручивать ваш плуг влево. И так как здесь вот нет зазора, ваш плуг потянет, то есть трактор сам вправо. Вот. Почему она может потянуть влево? Вы можете попасть на камень, можете попасть на какое-то комья, на, скажем так, на более плотную почву, и плуг у вас может дернуть влево, и тогда, соответственно, ваш трактор сразу пойдет вправо. Но если у вас будет этот зазор, он вам это все дело компенсирует. И благодаря этому зазору вы будете держать курсовую устойчивость вашего трактора. То есть вы можете немножко им подрулить. Он сам себе подрулит, грубо говоря. Он пойдет, это колесо левое упадет в борозну, в брешь, правое в борозну, да, правое в борозну. И борозна уже никуда его не выпустит. То есть оно упрется в борозну и будет идти уже точно по борозде. А корпус, если у нас будет полностью сбалансирован, тоже никуда не денется. Но курсовой устойчивости у вас не будет, если не будет вот этих вот зазоров. То есть этими зазорами вы регулируете курсовую устойчивость вашего трактора вместе с плугом. Вот. И эти зазоры на самом деле очень важны. Они обязательно должны быть. Если их не будет, ваш трактор будет рыскать постоянно по сторонам. Вы будете его поправлять, а он все равно будет рыскать, и у вас сил никаких не хватит. Даже если у вас будет 5 человек, вы все равно его не удержите. Земля сильнее вас. То есть понятно, первая регулировка курсовой устойчивости обязательно обеспечить зазоры на упорах. Все остальное пока не важно. И вторая регулировка. Так, ну можно сказать, что здесь должна быть вторая и третья, но тут есть такой один нюанс. Вот та втулка, которая косо приварена на плугу, вот она косо там приварена, которую я показывал. Не просто так она там приварена косо. Два регулировочных болта на самой сцепке. Что она обеспечивает? Значит, когда вы кидаете правое колесо в борозну, у вас трактор перекашивает. И чтобы лемех у вас шел ровно по борозне, по дну борозны, ровненько, скажем так, ровнейшим образом, и служит вот эта вот косо приваренная втулка. Она должна иметь вот какой-то там градус, какой я не мерил, ну, допустим, там вот этот градус какой-то там примем, там икс градус, какой-то там китайцами заложенный градус. И вот этот вот градус регламентирует глубину вашей вспашки, вот эту. И китайцами тут сделано неправильно, потому что здесь не хватает одной регулировки. Потому что если вы, допустим, в дальнейшем заглубите ваш плуг вот на какую-то там H1, и вот это H1 будет больше, чем H, вот это, то есть вы плуг заглубите,
то градус у вас этот по-прежнему останется такой, как был этой втулки. Он как был X, так он и останется X. И лемех ваш будет уже идти не ровно по борозне, как должен идти, а вот перекосится вот таким образом. Весь корпус перекосится на всем тракторе. Ну, соответственно, если вы мельче возьмете этим колесом, меньше борозду, то у вас плуг относительно борозды перекосится вот так. Вот. И, к сожалению, вот этой регулировки у нас нет. Она должна быть. Она должна быть, и она должна собой представлять вот такие вот пазы полукруглые, как на сцепках, чтобы можно было вот это все дело туды-сюда проворачивать и регулировать вот этот угол наклона самого плуга относительно мотоблока. Но у нас этого нет. И нам приходится смиряться вот или с этим явлением, или с этим явлением. Ну, я у себя посмотрел, у меня вот эта втулка приварена на такой градус, что у меня здесь получается 18 сантиметров заглубления, если лемех ровно поставить, вот этот вот в борозду, так как он должен быть. У меня глубина вспашки получается 18 сантиметров. Вот это так приварено у меня. Как там приварено у других, я не знаю. Но, скорее всего, думаю, что у всех по-разному. Так что вот такое явление нам обеспечено. И если я захочу пахать там на 22 сантиметра или на 20 сантиметров, то у меня будет вот такая беда. Мой плуг перекосит. И мы от этого никуда не денемся. Так оно и есть. Так оно и будет. И так оно конструкцией заложено, пока не переделаем вот это само навесное. Вот такой нюанс. Это должна была быть вторая регулировка, но ее, к сожалению, у нас нет. Мы будем считать, что это у нас вторая регулировка будет регулировка вот тем винтом. То есть глубину вспашки мы регулируем. Вот. Значит, так как у нас этой регулировки нет, мы ее пропустим и начнем регулировать глубину вспашки. Как мы ее регулируем? Значит, в нормальном состоянии у нас блок должен идти по полю, а здесь, соответственно, наш лемех должен полностью лежать полевой доской на борозде и быть параллельно, вот тут у меня чуть-чуть неправильно нарисовано, параллельно поверхности поля. Если мы, и вот этим вот, значит, носком мы лемех и саму полевую доску ставим строго горизонтально на дне борозды, пятка на дне борозды, чтобы пятка у нас это, значит, уперлась в землю по всей длине полевой доски, по всей длине пятки. Теперь, когда мы заглубляем мотоблок вглубь, заглубляем его, у нас получается такое явление, что мы раму опускаем, и плуг у нас получается вот таким делом. То есть он у нас перекашивается, и перекашивается полевая доска. Соответственно, резать он будет вот так и начнет выглубляться. И чтобы этого не было, мы должны вот эту полевую доску положить ровно опять на борозду. Поэтому мы этот крутим винт и поправляем наш корпус, чтобы он стал по-человечески. То есть вот так. А полевая доска легла на дно борозды, которая параллельно основному полю. Вот для чего служит этот винт. Он регулирует не угол атаки, им регулировать надо, а им надо регулировать то, как ляжет полевая доска своей пяткой на дно борозды. Значит, во взрослых тракторах этой пяткой особое внимание не придают. Она это чисто мотоблочная такая приблуда, а у взрослых плугов есть здесь опорное колесо, которое и принимает усилия от поля. То есть, у нас, так как его нет, этого упорного колеса, у нас ставят лыжу, то есть эту пятку. Вот. И потому она у нас есть, да еще и съемная, и она очень важна. Без пятки мотоблочный плуг пахать не будет, вот без этой лыжи.
И, соответственно, когда вы углубляете плуг, хотите пахать мельче, у вас получается история та же самая. Только у вас плуг теперь пойдет на заглубление. И вам тоже надо этим винтом провернуться и выставить и корпус, и, соответственно, полевую доску ровно так, чтобы она у нас и шла горизонтально поверхности борозна. Вот. То есть этот винт, он регулирует наклон полевой доски, соответственно, глубине, на которой мы собираемся пахать. Это не угол атаки, это он регулирует наклон полевой доски. Ну, можно сказать, что он, конечно, регулирует и угол атаки лемеха, который конструктором заложено там уже на заводе конструкционно и нами не меняется. Вот для чего нужен, собственно, этот винт и как его надо регулировать. Значит, если вы хотите пахать на 20 сантиметров, а винт у вас расположен, допустим, на вспашку 16 сантиметров, то есть при 16 сантиметрах он станет ровно относительно борозды параллельно основному полю, то у вас плуг будет выглубляться до тех пор, то есть он будет до тех пор ехать вверх, пока он не станет ровно. Полевая доска не станет ровно, и все равно он выйдет на 16 сантиметров. То есть вы будете его силой вниз давить, нагружать всякими там приспособами, бетоном, плитами. Кто чем там хочет, тот и нагружает. Такое я видел, тоже люди руль нагружают. Вот. Но на самом деле они это делают, потому что у них не отрегулирован корпус плуга вот этим винтом. То есть у них полевая доска лежит ровно на борозде. Поэтому они насильно плуг заглубляют насильным способом. Но если его правильно отрегулировать, то он получит свой баланс и никуда уже с 20 сантиметров не уйдет. Но, конечно, вот этот эффект будет присутствовать. Никуда мы от него не денемся, пока не переварим свои плуги. Вот, собственно, и все. То есть вот этот вот винт регулируется, когда меняется глубина вспашки, и регулирует то, что полевая доска должна лежать ровно на дне борозды и как лыжа ехать по дну борозды. Так, ну и еще о чем надо было бы сказать, что вот при этом эффекте полевая доска у нас получается упирается уже не вот так, вот так. И она тогда уже может проламывать вот этот участок земли. Вот этот вот. То есть ей уже, если тут ей очень тяжело проломать весь пласт земли, то есть надо очень большое усилие, чтобы это все сдвинуть, то здесь усилие, чтобы сдвинуть вот этот вот треугольничек, надо гораздо меньше. И потому чем больше вот этот эффект, тем больше вероятность того, что плуг или ваш мотоблок все-таки потянет вправо. То есть доска будет этот треугольничек все-таки проламывать, и мотоблок шурхнет в правую сторону. Потому этот эффект очень вреден и очень сильно нас ограничивает в регулировке глубины нашего мотоблочного плуга стандартного. В общем, вот этой регулировки очень сильно не хватает. И это плохо. Ну, у кого земля очень плотная, тому проще, тому немного легче. А у кого песок зыбучий и рыхлая земля, то увод вправо обеспечен. Вот такой вот плачевный нюанс. Так, ну и, собственно, первая регулировка. Что мы делаем? Сначала мы должны плуг выставить вот этим сектором ровненько, вот так, как он должен стоять. Вот, не вот так сдвинутый, не вот так сдвинутый, а ровно от посередки. Вот так. И доска вот эта параллельно ходу трактора. Параллельно оси трактора. Вот. Это там в теории я на бумажечке трошки распишу. Вот выставили мы раму по центру, сектор по центру, полевая доска
параллельно оси трактора. И что у нас здесь должно получиться? У нас здесь должно получиться то, что вот эта вот штука вот должна стать параллельно вот этому приливу прицепного. Параллельно, 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 параллельно. И тогда мы вот эти вот болты начинаем регулировать. Вот. Отпускаем контрагайку, закручиваем, откручиваем. И что мы должны добиться? Мы должны добиться, чтобы на каждом болту, и на левом, и на правом, был зазор между болтом вот и гайкой. Сейчас у меня вот зазора тут нет, допустим, да? Был зазор, ну, в 2-3 миллиметра. Вот, и для этого мы берем, значит, ключик на 24, срываем это, значит, все дело, контргайку, и этот болтик туда-сюда крутим, чтобы у нас там появился зазор. Вот, то есть это параллельно этому, зазор появился, законтрагаили. И все. Значит, зазор это очень важен. Он влияет на курсовую устойчивость. Я там потом на бумажечке все распишу. Вот. И почему я говорю, что надо здесь кругляшок наварить или гайку до конца довести. Потому что коробка старого образца. И вот эта гаечка упирается в этот болтик. И очень, скажем так, плохо она упирается. И не годится это все дело. Надо здесь наварить кругляшок больше. Какую-то шайбочку вместо гайки. Вот, чтобы она лучше упиралась в болты. А на коробках с нового образца там такой проблемы нет. Там уже отдельно упоры стоят под эти болты. Там уже продуманней. Ну, а на старых коробках вот изначально такая лажа. Надо переделывать здесь немножко. Потому что так не годится. Так плохо. Ну, в общем, поняли.